Всем привет! Вы на канале Евгений Гайд, и сегодня мы поговорим о том, чем же себя занять в игре Tarisland спустя месяц. И мы начинаем. Ну, для начала давайте рассмотрим PvP контент, так как его не так уж-то и много, и в принципе не так много времени он и занимает. У нас есть три режима, которые доступны в игре. Первый — это поля боя, они доступны постоянно в течение дня с 10 до 0. Каждый день у нас изменяется поле боя, мы можем участвовать как командой, так и регаться туда соло. В принципе, награды даются только за 2 боя в день. И как будто бы дальше там делать нечего. Идем дальше. Арена. Арена весьма интересный формат, особенно если у вас есть пачка, вы сыгрались, у вас хорошие комбинации совместные и так далее. Но арена ограничена по времени. То есть хочешь аренить либо днем с 12:30 до 14:00, либо вечером с 20:30 до 23. То есть дважды в день по 1,5 часа как будто бы мало. Не особо интересно. Хочется, вот появилось времечко, зайти, пробежать аренку, там 10 боев, 20. И что делать? То есть арена нам тоже не дает поиграть нормально. Связаны руки, тупо по таймеру, неинтересно. Испытательный полигон судьбы. Штука весьма интересная в плане новинка в виде PvP. В данной игре можно бегать командой из 5 игроков, можно бегать соло. Если повезет, это заканчивается достаточно быстро. Мы сдаем все очки в центре дважды по 250 очков за раз, получаем 250 баллов. И все, мы закрыли. Лимит 500 очков в день. Делать нечего. На этом PvP заканчивается. И вопрос, как это будет развиваться дальше, потому что на данный момент PvP контент выглядит весьма скудным, ограниченным по времени и неинтересным. Потому что наград не так много, каких-то плюшек от этого особо нет, только конкретно в PvP от вашего звания все зависит. И на этом PvP контент заканчивается. Тогда давайте перейдем к PvE контенту. Что мы можем сделать? Первое. Подземелье. Контент, который мало интересен уже. Он был для прокачки нашей нужен. И, соответственно, максимум, что мы можем сделать здесь, это пойти в испытания. И то они достаточно легкие в нашем овергире. Быстренько закрыли, и мы про подземелья забыли. Они нам больше не нужны. Идем дальше. Рейды. Рейды — вопрос интересный, но с учетом того, что произошел большой отток людей, актуальное время, которое у вас есть, это пятничка, когда происходит сброс всех кулдаунов, у нас снова обновляются все рейды, мы можем все это проскочить за пятницу, так как народ активизируется, да, либо если у вас гильдия есть, вы можете договориться на определенное время, вы все это проходите залпом, и рейды закончились. Остаются испытания. Испытания достаточно трудные даже сейчас. Если брать не эпическую элитную сложность, не все их закрыли. Какие-то невероятные требования, а также разработчики постарались накосячить с тем, чтобы показать нам, насколько они криворукие. Каждый новый день, когда выходит рейд, он 100% сложности. На следующий день сложность упрощается на 15%. При этом они делают это не как положено, да, а с определенной привязкой. То есть у нас механика привязана к хп босса, и она будет накладываться друг на друга. Если кто помнит архидруида, у него были цветочки, да, 5 штучек, которые надо быстренько залить, чтобы босс не захилился, а также он призывает 4 свои копии, одна из которых будет сейф-зоной. Так вот, с учетом того, что был овергир и у босса быстро снималось хп, механика накладывалась друг на друга. Это какой-то бред, и это надо фиксить. Фиксов нет, все продолжают мучиться. Поэтому по рейдам вышел новый, мы его закрыли. Старые откатились, мы его быстренько закрыли. В остатнее время, что делать с рейдами, да?
у нас одна попытка на неделю, то есть мы закрыли, все, туда смысла нет ходить. Вводить кого-то себе дороже, поберегите свои нервы. Поэтому рейды у нас остаются формата попытаться выбить фрагмент сердца дракона, либо шлем, который в принципе падать не хочет, либо тратьте нервы на прохождение с рандомами и новичками. Повезет, если вы закроете за пару траев, не повезет, вы будете по 4-5 часов сидеть на одном боссе, которого вы, например, закрыли, а другие нет, и прогресса никакого не будет. Далее. Речь пойдет про мистические царства. Закрывая каждый этаж, вы получаете рандомную награду. То есть вы хотите получить определенный предмет с определенными статами. Ну, определенные статы, естественно, вам не выпадут, но вы конкретно зафокусились и хотите выбивать один предмет, чтобы выбить лучшие статы. У вас это не получится, так как вам шмотка дается рандомно. Опять же, ограничение по-хорошему 2 раза в день. Вы можете ускорить прогресс, купив камень на дополнительную награду, но это не даст вам гарантии того, что вы выбьете нужную вещь. То есть мистические царства у нас сводятся к тому, что тоже мы за день пробежали один, если у нас есть дополнительная награда, если нет, то 2 раза, и помучить испытания. Все, мистические царства на этом у нас заканчиваются. Мировой зал, если я не ошибаюсь, у него откат 3 дня, проходится минут за 5. На этом его прикол закончен. Тоже делать нечего. Дальше. Остается последнее вторжение тьмы и мировой босс. Вторжение тьмы откат 2 суток. Мы заскочили, максимум полчасика потратили, чтобы закрыть все задания. Плюс еще с вас требуется потратить голды. Потому что один из квестов требует ингредиенты, которых у вас, скорее всего, не будет. Поэтому запасайтесь голдой для прохождения. И World Boss точно так же примерно 2-3 дня откат. Наградки, по крайней мере, приемлемые, но ожидание долгое. Итого, у нас получается, что в игре практически делать нечего. Прошло больше месяца с выхода игры. Мы не получаем никакого контента. Pay to win отчасти есть, так как мы можем купить кристаллы, кристаллы обменять на золото, золото обменять на аукционе уже на необходимые бафы. Есть еще вариант, конечно, прокачать твинка. Но с учетом того, насколько много людей ушло из игры, это будет очень долгий процесс. Так как вам нужно будет проходить все подземелья, старые рейды по новой. А туда уже практически никто не собирается. Поэтому формат нового персонажа выглядит крайне уныло. Тоже не подходит. И все сводится к тому, что скинчики. Купи скинчики, крутани скинчики и вложи денежку, чтобы получить красивую шмотку. Поэтому в игре, как таковой, делать нечего. На этом мой вердикт таков. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также не забывайте оставлять свои комментарии. И до скорой встречи.